мы по традиции в конце года проводим совет по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы оценить ход большой совместной работы по достижению национальных целей развития. Работы, в которой участвуют все уровни власти, деловые, научные круги, институты развития и общественные организации, ну и, конечно, граждане. Именно так, консолидируя усилия, вместе и стараемся двигаться вперед, определять будущее страны. Национальные проекты являются ключевыми инструментами достижения национальных целей. Для их полноформатного запуска была сформулирована целая нормативная база. Определены источники финансирования, организован цифровой мониторинг результатов с опорой на оценки граждан, бизнеса, профессиональных сообществ, с учетом социологических опросов, которые ведутся регулярно, ежеквартально. 19 национальных проектов стартовали и в целом успешно. В рамках работы по достижению национальных целей развития намечен 121 показатель. Из них, к сожалению, 7 на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута. В том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья, растет агропромышленное производство, увеличивается доля креативных индустрий, достигнут прогресс в развитии отечественных технологий в топливно-энергетическом секторе, в сфере мирного атома. Хорошим темпом развивается индустрия обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла. Полагаю, что сегодняшний доклад Общероссийского народного фронта будет посвящен анализу мнений людей о ходе реализации нацпроектов. Что касается опросов, то повысились оценки граждан в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, а также качество среднего профессионального и высшего образования, предоставление государственных услуг в электронном виде. Возросла и оценка уровня благоустройства. Так, в уходящем году 42% жителей мегаполисов и малых городов отметили улучшение состояния городской среды. Это на 5% больше, чем годом ранее. В то же время, по мнению людей, пока не столь ощутимые изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды. Поэтому прошу правительство совместно с регионами ускорить разработку комплексной программы развития опорных населенных пунктов и утвердить ее в кратчайшие сроки. Более подробно о текущих результатах нацпроектов мы, безусловно, услышим в докладе Михаила Владимировича Мишустина, да, и других коллег, других участников заседания. Отмечу, что в ходе реализации нацпроектов обозначились и проблемные зоны. На некоторых вопросах остановлюсь отдельно, чтобы затем сформулировать системные задачи на перспективу. Начну с ситуации в области демографии. Была поставлена задача преодолеть негативные демографические тенденции и повысить рождаемость. Правительство утвердило долгосрочную стратегию действий на этот счет, запустило новый национальный проект «Семья». Начиная с текущего года показатель рождаемости включен в оценку работы глав субъектов Федерации. Запланированы новые меры поддержки семей с детьми, в том числе семейные выплаты, которые с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей. В этом году был введен корпоративный демографический стандарт. Он позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей. Так, с 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до 1 миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч. Прошу наши компании активно использовать эти возможности, руководствоваться принципами социальной ответственности. Отдельно поговорим сегодня и о том, на
Поговорим об этом еще и на нашей традиционной встрече с бизнесом в конце года. Что хотелось бы в целом сказать? Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. К сожалению, негативная тенденция сохраняется. Рождаемость продолжает снижаться. Понятно, что есть объективные причины, почему ситуация развивается именно так, включая общемировые демографические тенденции, а также очередное наложение наших негативных демографических волн середины и конца XX века, которое сегодня вновь дает о себе знать. Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы. Вместе с тем, вновь подчеркну, наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа. И несмотря на текущую обстановку, на объективные трудности мы должны выдерживать этот ориентир. Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – все это ключевые направления наших совместных с вами усилий. Уже говорил, все национальные проекты должны прямо или опосредованно влиять на решение проблем демографического развития. Быть нацеленным на создание новых возможностей для людей всех поколений, на повышение благополучия семей с детьми. Демографические аспекты учтены в национальных проектах. В дальнейшем посмотрим, как на практике работают эти решения. Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях. Целый ряд субъектов Федерации показывают, как можно успешно справляться с этой задачей. Вот для справки могу сказать, проинформировать вас, что на 1 ноября текущего года на уровне или выше планируемых значений оказались 18 регионов Российской Федерации. По рождению третьих детей и последующих 11 регионов. При этом, вот обращаю внимание, любопытный факт, да? В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей. Сильнее всего в Херсонской и Запорожской областях, в республиках Мордовия, Алтай, в Кабардино-Балкарии. Скажу очевидные вещи. Система поддержки детей, рождаемости должна опираться на запросы, потребности граждан, чтобы родители знали, на какую помощь и содействие со стороны государства они могут рассчитывать при рождении первого, второго, третьего ребенка. Здесь, что называется, чем больше, тем лучше. Причем с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи. Семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей. Поэтому наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства. По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию. Вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье. Отмечу, что такая роль мужчины в семье в традициях практически всех народов нашей страны. Считаю нужным проанализировать демографические меры поддержки, которые действуют в регионах, выбрать из них лучшие и, не откладывая, тиражировать, в том числе на общенациональном уровне. На этой основе прошу правительство и коллег в субъектах Федерации актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Прошу правительства подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. Это первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год в части реализации национальных проектов и в целом государственной политики. В июне следующего года на заседании нашего Совета обсудим возможные дополнительные меры на этот счет. Далее. Необходимо добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечивать рост доходов граждан. И здесь главное – это положение дел в экономике, ее долгосрочное устойчивое развитие. В текущем году темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедления. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%. Но и инфляция будет
около или даже ниже 6%. В целом цель достигается. Полагаю, что сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию, которая на будущий год, по прогнозу Центрального банка, должна уложиться в диапазон 4-5%. Как мы договорились, правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых. Это вторая системная задача перед правительством и региональными командами на 2026 год. Подчеркну, экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты федерации. И в этой связи прошу усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах, дополнительно заострить их на сокращение разрыва в уровне экономических потенциалов субъектов федерации. Далее. Структура внешней торговли России должна стать более технологичной. За последнее время сделано многое, чтобы расшить узкие места в логистике, страховании, в платежной инфраструктуре для экспортеров и импортеров. Мы развиваем здесь собственные решения, в том числе с коллегами по БРИКС. Активно используем национальные валюты во взаимных расчетах. Все это уже позволило в разы снизить издержки бизнеса при проведении трансграничных платежей. Нужно нацеливать внешнеэкономические связи на увеличение экспортных поставок сложной продукции. Что касается импорта, то здесь важно смещать акценты в сторону высокотехнологичной продукции, которая пока не имеет российских аналогов. Либо так называемые простые товары, которые требуют больших затрат именно низкоквалифицированного труда. А нам ведь, напротив, нужно расширять, стимулировать у себя в России более квалифицированную занятость. Изменение структуры внешней торговли – это третья системная задача перед правительством и на весь будущий год. Развитие экономики, предложения, ее усложнение прямо связано с улучшением делового климата. Правительство утвердило и запустило национальную модель целевых условий ведения бизнеса. Она включает мероприятия по таким направлениям, как доступ к инфраструктуре, механизмы разрешения споров и так далее. Я прошу коллег на федеральном уровне, в регионах уделить особое внимание реализации этой модели. Важно, чтобы она дала реальный эффект для увеличения капиталовложений, для запуска и продвижения инвестпроектов в самых разных отраслях и во всех регионах Российской Федерации. Четвертая системная задача, которую хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год, это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды. Соответствующий план правительства уже также подготовлен. Это очень важно. Мы обсуждали это неоднократно. В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально. И доходы соответствующие в бюджет поступали. Речь о том, чтобы устранить, как сказал, незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов. Это точно совершенно не нужно. Но порядок надо навести обязательно. И на оптовых, и на розничных рынках. Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом, подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка. В свою очередь, для государства, для общества в целом эффект должен заключаться в том числе в увеличении поступлений в бюджеты, причем бюджеты разных уровней.
Далее. Важнейший фактор, который влияет на экономическую динамику, это производительность труда. Чем она выше, тем устойчивее наши компании, предприятия, тем крепче их рыночное положение и конкурентные позиции. А следовательно, шире возможности государства, доходная база бюджетов. И самое главное, выше доходы работников, их семей. К 2030 году проекты по повышению производительности труда должны охватить не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых, несырьевых отраслях, а также все организации социальной сферы, где тоже нужно серьезно продвигаться в эффективности работы. Причем не за счет дополнительной нагрузки на сотрудников, а прежде всего сокращая время на бумаге, планы, ненужные никому отчеты. На те вещи, которые не имеют прямого отношения к обучению школьников, студентов, к обследованию, лечению пациентов и так далее. В проектах по повышению производительности труда уже участвуют тысячи предприятий и организаций. И в целом производительность труда в России растет. Однако в некоторых отраслях ситуация, мягко говоря, стоит на месте. Так, с 2021 по 2024 годы низкую или даже отрицательную динамику производительности труда показали торговля минус 1,1%, жилищно-коммунальное хозяйство минус 0,2%, транспортировка и хранение минус 0,1%. В целом, как бы и немного этих минусов, но и средний уровень роста производительности труда тоже скромный. За 2021-2024 год производительность труда в среднем за год росла на 0,7%. Также обращаю внимание, до сих пор не запущена работа отраслевых центров компетенции на базе Минсельхоза, Минцифры и Минэнерго. Это нужно сделать максимально быстро. Поручаю правительству более активно вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей, где занятость высокая, а производительность труда имеет большие резервы для роста. Это, в частности, как я уже упоминал, торговля, строительство, отдельные обрабатывающие сектора, сельское хозяйство, транспорт, туризм. И, конечно, надо распространить проекты повышения производительности труда на все, без исключения, государственные и муниципальные организации социальной сферы. И это пятая системная задача перед правительством на 2026 год. В продолжение отмечу, что рост эффективности напрямую зависит от внедрения передовых технологий, средств автоматизации, промышленных роботов, от использования цифровых решений, в том числе электронных платформ и механизмов искусственного интеллекта. Можно сказать больше. В современных условиях именно эти инструменты вносят определяющий вклад в развитие экономики предложения и освоение нового технологического уклада. В текущем году у нас заложены основы новой технологической политики. Приняты серьезные решения в сфере нормативного регулирования, например, в области беспилотной авиации. Запущены национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. В следующем году к ним добавится еще один в сфере биоэкономики. В июне на предыдущем заседании нашего Совета просил коллег комплексно оценить уровень технологического суверенитета России в приоритетных отраслях, доработать мероприятия и показатели технологического лидерства в каждой конкретной сфере. Пока выполнение этих поручений не завершено. Понимаю, что проекты технологического лидерства сложные, нестандартные. Они требуют решения массы вопросов по ресурсному, научному обеспечению, налаживанию промышленной кооперации. Тем не менее, от сборки и упаковки, так сказать, проектов нужно быстрее переходить к фронтальной работе. Темп их реализации должен серьезно возрасти. С учетом анализа ситуации правительству важно донастроить систему управления технологической политикой. Причем особое внимание уделить созданию стимулов как для разработчиков новых решений, так и для их потребителей. И, конечно, надо обеспечить финансирование таких нацпроектов, в том числе с привлечением внебюджетных источников. Это вопрос не только профильных ведомств, но и, конечно, Министерства финансов, которое отвечает за развитие финансового рынка.
Результатом нацпроектов и технологического лидерства должно стать не простое импортозамещение, мы много раз об этом говорили с коллегами, а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе. Именно к этому надо стремиться. Отмечу, что проекты технологического лидерства существуют не сами по себе, а имеют системное значение для всех сфер жизни. Их результаты необходимы для успешной реализации наших инициатив и программ развития по всем направлениям, именно на передовой технологической базе. Повторю, принципиально важно, чтобы отечественные инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, находили широкое применение во всех сферах жизни, в экономических и социальных отраслях, в системе государственного управления. И внедрение нужно этих возможностей нужно поставить именно на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы. И это шестая системная задача, которая стоит перед правительством на следующий год. Мы договорились, что такая работа будет контролироваться на уровне вице-премьеров и министров. Однако проекты технологического лидерства, инновационного развития – это не вопросы отдельных профильных ведомств, а общенациональная задача. В ее решении должны участвовать все уровни власти, научно-исследовательские организации и университеты, малый и средний бизнес, институты развития. И я попрошу сегодня доложить Игоря Ивановича Шувалова о роли институтов развития отдельно. И в целом сейчас нет деления на так называемые традиционные и инновационные отрасли. Логика и постоянного технологического обновления должна быть общей для всех. Уважаемые коллеги, рассчитываю, что все докладчики и выступающие сегодня сделают акцент на практическом решении обозначенных вопросов. И, конечно, прошу сконцентрироваться на них в ходе дальнейшей работы правительства и региональных команд. При этом еще раз подчеркну, все национальные проекты, их цели и задачи должны иметь четкое, понятное людям измерение. Прошу постоянно отслеживать результаты социологических исследований и по стране в целом, и по отдельным регионам. Роль, значение работы региональных команд, их инициативы исключительно важны для реализации национальных проектов. Я попросил бы сегодня и Сергея Семеновича Собянина об этом доложить, включая оценки и предложения по линии рабочих групп Государственного совета. Особого внимания требует ситуация в тех субъектах федерации, где динамика изменений, по мнению людей, по данным социологических опросов, пока отстает. В первую очередь имею в виду следующее. По каждому направлению реализации нацпроектов фиксируется 10 регионов, где достигнутые результаты ниже остальных субъектов. Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроекта. И прошу коллег из правительства не тюкать, что называется, эти региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения. И в целом вопросы, а также системные задачи в рамках работы по достижению национальных целей требуют максимального внимания, полной включенности со стороны правительства, министерств, ведомств, коллег в регионах. Давайте начнем. Пожалуйста, Михаил Ильич, прошу вас. Спасибо. Уважаемый Владимир Ильич, уважаемые коллеги, в прошлом году вашим указом, Владимир Ильич, были утверждены национальные цели развития, которые нужно достичь до 2030 года. Уже с первых дней этого года началась реализация соответствующих национальных проектов. Как вы только что сказали, они стали ключевыми инструментами этой работы. На данный момент их 19, 8 из них ориентированы на достижение технологического лидерства. Кратко доложу о предварительных итогах за 2025 год. В прошлом году были одобрены паспорта национальных проектов, утвержден единый план, где прописаны показатели и инструменты, создана комплексная цифровая система управления, обеспечено функционирование и учет обратной связи от граждан, что очень важно по каждому направлению. Это позволило сбалансировать планирование и достижение показателей, предполагаемых мер и ресурсов в рамках национальных проектов и государственных программ. С начала года пошло и финансирование из утвержденного бюджета, чтобы не допустить никакого промедления, пробуксовки
о чем вы говорили на прошлом заседании Совета. Ресурсы эти немалые, это 6 триллионов рублей. Они доводились до федеральных органов исполнительной власти, а также до регионов. И это держим мы на постоянном контроле, что, на наш взгляд, крайне важно, потому что примерно 3/4 выполняется с участием субъектов, которые направляют на эти цели свои финансы тоже и привлекают средства из внебюджетных источников. Такие масштабные изменения позволили в значительной степени преодолеть многие внешние вызовы, с которыми продолжает сталкиваться страна. Вы совсем недавно выступали на инвестиционном форуме «Россия зовет», где сказали о том, что экономика с ними справляется. Мы продолжаем идти вперед, вопреки попыткам сдержать наше развитие. Благодаря реализации ваших, Владимир Ильич, поручений, принятым решениям, динамика в целом остается положительной, более уверенно, чем в ряде европейских стран. По итогам 10 месяцев, вы сказали об этом, рост валового внутреннего продукта составил 1%. Его обеспечивают обрабатывающие, строительные комплексы, сельское хозяйство, розничная торговля. В октябре стали чуть активнее сектор информационных технологий и туризм. В целом, за 3 последних года в условиях беспрецедентного санкционного давления прирост ВВП приблизится к 10%. Меры, принятые правительством, политика Банка России, помогли снизить инфляцию с пиковых значений, наблюдавшихся в первом квартале, до уровня ниже 7% по состоянию на 1 декабря. Но по итогам за 12 месяцев в целом рассчитываем, как вы сказали, выйти на значение около 6% год к году. Такие показатели позволили не просто начать работу по продвижению к новым национальным целям, но и добиться значимых результатов. Остановлюсь на них более подробно. Первая национальная цель – это сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей, поддержка семьи. Основные мероприятия были сконцентрированы в нескольких проектах. Но прежде всего это семья, продолжительная активная жизнь. Они призваны решить такие важные задачи, как рост рождаемости, продолжительность жизни, доходов и целый ряд других. Здесь участвуют все без исключения субъекты Федерации. Действует целый ряд инструментов поддержки. Единое пособие было назначено почти 9 миллионам человек. Средствами материнского капитала распределились более 1,5 миллиона семей, а свыше 430 тысяч изменили жилищные условия при помощи льготной ипотечной программы. Помогаем также регионам с реализацией их профильных инициатив. Они, в частности, предполагают как прямое финансирование при рождении 3-го ребенка, так и помощь в погашении ипотеки, в этом случае компенсация аренды жилья и другие мероприятия. Конечно, как вы и сказали, будем усиливать действующие меры на всех уровнях, актуализировать вместе с субъектами региональной программы повышения рождаемости и также, конечно, необходимо тиражировать лучшие практики, в том числе в общенациональном масштабе. Одновременно развивается структура здравоохранения. Совершенствуем, в первую очередь, первичное звено, включая сельские отдаленные территории. В этом году было создано около 400 новых объектов. Это фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, лаборатории врачебные. Отремонтировано было более 1000 зданий. Приобретено порядка 40 тысяч единиц медицинского оборудования и 3 тысяч специализированного транспорта. Свыше 1 миллиона пациентов обеспечили бесплатными лекарствами. Следующая национальная цель – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной, социально ответственной личности. Такая работа ведется, и люди это чувствуют. Мы посмотрели данные в ЦИОМ. Почти 80% россиян только в течение последнего года оказывали добровольную помощь. Они первыми вставали на защиту здоровья тех, кто заболел коронавирусом, помогали старшему поколению, людям с ограничениями по здоровью, участникам специальной военной операции и их семьям. Активно вовлекаем молодых людей в значимые для общества дела. Например, около трети таких граждан приняли участие в самых различных волонтерских программах. Такие инициативы в целом формируют доверие. Все более популярным у молодежи бизнеса становится федеральный проект «Профессионалитет». Сегодня в нем уже принимает участие 1500 колледжей. Создано свыше 130 кластеров совместно с более чем 2500 предприятий. Также в текущем году построили порядка 300 школьных зданий, начали возведение еще 65, проведен капитальный ремонт 725 объектов, оснащены свыше 13 тысяч образовательных учреждений. А для эффективной поддержки воспитательной работы советникам, кураторам, классным руководителям производятся сотни тысяч выплат.
Все больше требований предъявляется гражданами к комфорту, безопасности среды для жизни. В этом направлении также есть результаты. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» активно продолжается жилищное строительство. В текущем году будет введено свыше 100 миллионов квадратных метров. Из аварийного фонда переедут более 77 тысяч человек. В 38 регионах страны создано и отремонтировано почти 300 объектов тепловодоснабжения, водоотведения. Будет благоустроено 5000 пространств в городах и населенных пунктах. Построено и реконструировано около 400 километров федеральных автомобильных трасс. Выполняются плановые работы по поддержанию в нормативном состоянии дорожной сети. Продолжается также обновление парка общественного транспорта. Отдельно остановлюсь на трансформации структуры внешней экономической деятельности, как в пользу дружественных стран, как вы говорили, Владимир. Мы расширяем поставки сложной продукции. Объем экспорта товаров отраслей промышленности по итогам 9 месяцев увеличился на 18%. Но здесь назову главные локомотивы – это машиностроение, химическая индустрия и металлургия. В условиях изменения основных маршрутов движения товаров развиваем логистику в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Обеспечен прирост мощности морских портов на 25,5 миллионов тонн. Это произошло за счет ввода в эксплуатацию новых терминалов. Это порт Эльга, Ультрамар и также комплекса перегрузки угля Лавна. Ключевыми мероприятиями в рамках достижения еще одной национальной цели – экологического благополучия стали внедрение принципов экономики замкнутого цикла в обращении с отходами, снижение выбросов, ликвидация свалок, защита особо охраняемых природных территорий. В текущем году профинансировано 4 инвестиционных проекта по созданию объектов по обращению с ТКО на общую сумму более 20 миллиардов рублей, что позволит в 3 регионах увеличить мощности на 1,5 миллиона тонн. Все эти и другие инициативы, без сомнения, напрямую влияют на здоровье и будущее наших детей. Уважаемый Владимир Владимирович, правительство последовательно развивает российскую экономику, усиливая отечественную производственную базу. Это одно из ключевых условий для формирования как экономики предложения, так и экономики высоких зарплат, о которых вы говорили. Именно на этой основе правительство строит тот фундамент, который необходим для долгосрочного динамичного роста выше среднемирового уровня. Продолжаем совершенствовать меры по поддержке инвестиционной активности, в том числе через мероприятия, которые вошли в национальную модель ведения бизнеса, также через субсидируемые кредиты, гранты и гарантии институтов развития и ряд других инструментов. Работаем над повышением производительности труда, включая и важную социальную сферу. Безусловно, будут активизированы усилия в торговле, в строительстве, вы упомянули об этом, и в других сегментах. Помогаем расширению промышленного производства, возможностей наших аграриев, туризма, креативной экономики. Поддерживаем также и малый бизнес, предоставляя льготные кредиты, гарантии и другие механизмы. Для выхода на потенциальные темпы роста потребуется стимулирование структурных преобразований. Для этого сформирован и утвержден соответствующий план, о котором сегодня будет подробно доложено отдельно. В рамках национальной цели технологического лидерства реализуем 8 национальных проектов. В этом году заканчиваем формирование 9-го «Биоэкономика», который начнет действовать с 2026 года. Отработали к нему все комментарии, в том числе профильной комиссии, Госсовета и Российской академии наук. Правительством начата полномасштабная реализация технологической политики, на что вы сейчас обратили внимание. Создали всю обеспечивающую нормативную правовую базу в соответствии с подписанными вами профильным законом. Как я и говорил, как вы говорили на прошлом заседании Совета, мы четко определили те направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей регионов и всей страны, зафиксировали те сферы, области, где предстоит обеспечить настоящее технологическое лидерство компаний, научных центров, предприятий, чтобы профильные национальные проекты стали проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути. Я докладывал вам, что мы дополнительно укрепляем систему управлениями в рамках правительственной комиссии по промышленности. Конкретные результаты есть, были зарегистрированы, начали выпускаться 18 международных непатентованных наименований жизненно важных лекарственных препаратов, среди них и те, которые применяются для лечения онкологии, специальной медицины,
спинальной мышечной атрофии, сахарного диабета второго типа и целого ряда других заболеваний. Налажено производство свыше 700 медицинских изделий, в том числе для ортопедии и для реабилитации. Активно поддерживаем становление станкоинструментальной отрасли. Также производство станков с числовым программным управлением, лазерного, гальванического оборудования, инструментов и автоматики, комплектующих для авиапрома и других сфер. До конца года стоимостной объем реализации продукции этого сектора, выпущенной за счет государственной поддержки, достигнет 6,5 миллиардов рублей. В промышленной робототехнике превысит 400 миллионов. В области новых материалов и химии запущено свыше 20 инвестпроектов с общим объемом капиталовложения около 60 миллиардов рублей. Акцент смещен с производства базовой продукции на выпуск сложных продуктов. Укрепляем техническую и технологическую независимость отраслей сельского хозяйства, пищевого перерабатывающего сектора за счет увеличения доли российской техники и оборудования. Также развиваем атомные энергетические технологии, расширяем базу для выпуска новых материалов, включая формирование центров инженерных разработок. В современном мире трудно добиться передовых позиций без, конечно, серьезной цифровой трансформации. С ее помощью можно обеспечить качественно новый уровень российской экономики, государственного, муниципального управления и социальной сферы. Ключевое направление здесь, конечно, искусственный интеллект. В нем наши компании уже создают конкурентоспособные продукты. В этом году был разработан прототип 50-кубитного отечественного квантового процессора. Улучшается количество и качество государственных цифровых сервисов. Расширяется переход на отечественное программное обеспечение. Вы совсем недавно на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению сказали, что наша страна должна обладать целым комплексом собственных решений и продуктов в этой сфере. Для нас это вопрос государственного суверенитета. Правительство активизировало такую работу, уважаемый Владимир Владимирович. Формируется план внедрения генеративного искусственного интеллекта не только на уровне государства, но и в разрезе отраслей, субъектов. Мы совместно проработали с администрацией президента и подготовили вам на утверждение предложение по созданию штаба, который будет руководить такой деятельностью, ставить задачи, добиваться их исполнения и, конечно, контролировать результат, привлекать возможности всех заинтересованных министерств и ведомств. Как уже говорил, в выполнении нацпроектов значимая роль, конечно, у регионов, поскольку именно там, на местах, люди должны видеть улучшения. Очень важно, что в эту работу включились также и новые российские субъекты. Особое внимание уделяем традиционно Дальнему Востоку, Арктике. Были разработаны мастер-планы развития городов, агломераций, находящихся на этих территориях. В соответствии с вашим поручением в отдельных нацпроектах сформированы специальные разделы, в которые вошли более 120 мероприятий с объемом финансирования, превышающим 300 миллиардов рублей до 2030 года. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, работа по реализации национальных проектов продолжается, улучшая жизнь людей. Правительство постоянно анализирует появляющиеся новые вызовы, совершенствуем управление рисками, оцениваем как стратегические, так и операционные, связанные с доведением средств, контрактацией, исполнением целого ряда мероприятий. На основе обратной связи проводим системную работу по донастройке, повышению эффективности инструментов по достижению национальных целей развития, понимая, что это сложная общенациональная задача всех без исключения органов власти, региональных команд, институтов развития, как вы сказали. Планируется существенно увеличить их вклад. В соответствии с вашим поручением создана специальная рабочая группа под координацией ВПРФ. Начиная со следующего года деятельность таких организаций будет встроена в общий контур управления и мониторинга единого плана национальных проектов. Недавно вами был утвержден федеральный бюджет на следующие 3 года. Национальные проекты обеспечены финансированием. Уверен, что их последовательная реализация позволит нам решить поставленные задачи, обеспечить, несмотря на все внешние вызовы, повышение качества жизни граждан и стабильное развитие отечественной экономики. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Новак Александр Валентинович. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство разработало и утвердило план структурных изменений в экономике на период до 2030 года. Его ключевая задача – обеспечить согласованность действий федеральных органов власти, регионов и бизнеса, а также системно отслеживать прогресс по переходу к новой, более устойчивой модели роста.
Структурные изменения – это способ обеспечить ту траекторию экономического развития, которая необходима для достижения национальных целей и выполнения прогноза в условиях охлаждения экономики. План предусматривает последовательное увеличение доли отраслей с высокой добавленной стоимостью. Машиностроение, электроника, робототехника, химия, фармацевтика, также креативные индустрии и туризм. За ближайшие 10 лет доля обрабатывающих производств и неокров, информационных технологий и финансового сектора, туризма должна вырасти примерно на 2 процентных пункта каждой из отраслей в структуре ВВП. Параллельно план предусматривает снижение удельного веса нефтегазового комплекса на 3,6 процентных пункта от сегодняшнего уровня. Такой сдвиг позволит сбалансировать структуру доходов, повысить устойчивость экономики и усилить внутренний рынок. В план вошли решения, нужные для расшивки узких мест на рынке труда, стимулирования импортозамещения, инвестиций, расширения внешней торговли. Все, что необходимо для развития экономики предложения, задачу, которую вы, Владимир Владимирович, поставили перед правительством. В основу индикаторов плана легли 7 ключевых направлений. Это занятость, потребление, качество инвестиционного климата, уровень технологического развития, внешняя торговля, обеление экономики и оборонная безопасность. Также неотъемлемой частью плана стали национальная модель целевых условий ведения бизнеса и план обеления российской экономики, который правительство также разработало и утвердило по вашему поручению. Коротко от каждого направления. Первое направление – изменение структуры занятости. За счет перераспределения кадров из сфер с низкой производительностью в приоритетные для страны отрасли, требующие притока занятых, это обрабатывающие производства, высокотехнологичные, наука и информационные технологии. Для этого планируем повышать экономическую активность отдельных категорий граждан, прежде всего молодежи, ветеранов специальной военной операции, женщин с детьми, одиноких и многодетных родителей. Здесь основной инструмент – федеральный проект «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Уделяем также внимание трудоустройству выпускников и росту их заработной платы. Мероприятия предусмотрены в национальных проектах «Кадры» и «Молодежь и дети». Уже подготовили с Министерством труда изменения в Трудовой кодекс для большей гибкости рынка, что особенно важно в условиях демографических ограничений. Отдельный блок повышения производительности труда на предприятиях через роботизацию, искусственный интеллект, бережливые технологии, включая социальный сектор, что ранее не применялось. Второе направление – это изменение структуры потребления и в первую очередь за счет повышения доходов населения. Прежде всего наименее обеспеченных слоев, и так как они в основном определяют требования к спросу именно на отечественные товары и услуги, а значит стимулируют развитие их производства. Ключевым фактором здесь остается рост оплаты труда. Для этого принимаем системные решения, устанавливаем минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума. И отдельно отмечу целевую поддержку отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми. По состоянию на 1 ноября этого года ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка назначено почти 10 миллионам детей и беременным женщинам. Продлен материнский семейный капитал. Ежегодно его получает более 1 миллиона 800 тысяч семей. Семейная выплата гражданам, имеющим 2 и более детей в виде разницы НДФЛ 6%. Со следующего года 4,2 миллиона семей, имеющих 2 и более детей, получат семейную выплату. Государственная социальная помощь на основании социального контракта в приоритетном порядке многодетным семьям. Также по состоянию на 1 ноября заключено более 207 тысяч контрактов с охватом около 574 тысяч человек. Ежегодно также индексируем социальные выплаты не ниже уровня инфляции. Кроме этого, рост пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров на уровне не ниже инфляции достигается путем увеличения размера страховых пенсий. Важен и рост платежеспособного спроса. С его помощью растет потребление отечественных товаров и услуг. Это стимулирует их производство. Чтобы экономика реагировала на изменения структуры потребления, расширением производства и предложения нужны инвестиции. И это третье направление плана – повышение качества инвестиционного климата. С учетом жесткой денежно-кредитной политики, ключевая задача сегодня – повысить эффективность использования средств
благодаря снижению издержек бизнеса улучшится инвестиционный климат. И главным инструментом здесь является национальная модель целевых условий ведения бизнеса. Она разработана и утверждена правительством в этом году в тесном взаимодействии с бизнесом, федеральными органами власти, агентством стратегических инициатив. Определено более 40 целевых показателей и 280 мероприятий под них на федеральном уровне. Ее цель – снять барьеры, сократить сроки инвестиционного цикла, упростить процедуры. Сюда входит работа с ресурсоснабжающими организациями. Чтобы сократить сроки и стоимость технологического подключения на местах, решаем также вопросы с реформированием института банкротства. Сейчас с регионами разрабатываем дорожные карты региональные, поддерживаем методологически, проводим стажировки для специалистов. Эффективность экономики и инвестиций определяется также уровнем технологического развития. Поэтому большое внимание уделяем в плане нашей технологической независимости в ключевых отраслях. Речь идет о производстве самолетов, беспилотников, энергетического оборудования, новых материалов, медицинских изделий и лекарственных препаратов. Основными инструментами являются национальные проекты технологического лидерства, а также закон о технологической политике, который создал условия для ускоренной разработки и внедрения инновационных решений. Так, в 2025 году с учетом поддержки производителей станкоинструментальной продукции объем реализации достиг 4,2 миллиардов рублей, а промышленной робототехники порядка 240 миллионов рублей. Каждый продукт здесь будем оценивать по уровню технологий, можем ли сами разработать технологию, по уровню производства можем ли сами наладить производство и по уровню рынка можем ли продать продукт. В этом поможет развитие платформенной экономики. Соответствующий закон уже принят. Обеспечиваем разработку и развитие специальных цифровых платформ для эффективного взаимодействия при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению. Реализуем стратегию развития искусственного интеллекта. Кроме того, правительство работает над увеличением финансирования затрат на исследования и разработки до 2% от ВВП. В первую очередь за счет небюджетных средств. Мероприятие реализуется в рамках большой государственной программы по науке. Еще одно направление структурных изменений – внешняя торговля. Здесь уделяем внимание реализации стратегии внешнеэкономической деятельности. Решаем задачи по изменению как отраслевой, так и страновой структуры внешней торговли. На фоне снижения общей доли импорта в ВВП меняется его качество. Повышение качества импорта выражается в росте доли высокотехнологичных товаров, у которых нет российских аналогов. Для изменения страновой структуры внешней торговли продолжим укреплять связи с партнерами из дружественных стран, с международными объединениями ЕС, СНГ, БРИКС, ШОС. Планируем заключать новые торговые соглашения, применять повышенные импортные пошлины на товары из недружественных стран, развивать систему внешнеторговых расчетов, в том числе неттинга. Следующее направление – это обеление экономики. Реализуется через отдельный план. Мероприятия направлены на усиление ответственности за несоблюдение установленных норм и требований. Меры по совершенствованию законодательства, в отдельных случаях введения нового регулирования. План состоит из 6 разделов по секторам, где проблема обеления стоит наиболее остро. Это торговля в рамках ЕС, внутренний рынок товаров, рынок труда, оборот наличных денежных средств и цифровых валют, нелегальное кредитование, рынки табачной и никотиносодержащей продукции. В течение 2026 года запустим механизм подтверждения реальности российского получателя ввозимого из стран ЕС товара и авансовой платы НДС по таким товарам, так называемая система СПОТ. Организуем контроль стоимости ввозимых из ЕС маркируемых товаров. Федеральная налоговая служба России получит соответствующие полномочия. Будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕС, а также вывоз золота в слитках с территории России. Реализуем мероприятия, направленные на борьбу с лицами, осуществляющими деятельность в сфере торговли и оказания услуг без государственной регистрации или не использующих ККТ. Также урегулируем вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми через законодательное закрепление признаков трудовых отношений, а также введение административной ответственности работодателя. Реализуем комплекс мер по стимулированию перехода к безналичным формам оплаты.
Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валюты, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг. И ужесточим ответственность вплоть до уголовной для лиц, незаконно осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских кредитов. Также введем лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукции. Рассчитываем, что выполнение всех предусмотренных планом мероприятий приведет к снижению доли теневой экономики в валовом внутреннем продукте на 1,5 процентных пункта за 3 года. И при этом сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней составит до 0,5% ВВП с учетом чистого экспорта в год по сравнению с прошлым годом, или это составляет порядка до 1 триллиона рублей ежегодно, начиная с 2027 года. И заключительный раздел плана структурных изменений в экономике касается повышения эффективности в сфере обороны и безопасности. Над этим сейчас в закрытом режиме работают наши коллеги Минпромторг, Минобороны, Минобрнауки. Уважаемый Владимир Владимирович, в заключение хотел бы отметить, что координация работы по плану структурных изменений в экономике будет осуществляться под комиссией, под моим руководством. Мониторинг будет проходить в рамках действующей системы управления. Отчет будет формироваться 2 раза в год с учетом корректировки прогноза. Результаты будут рассматриваться ежегодно у вас на совете. В соответствии с предложениями и вашими замечаниями, которые были озвучены в рамках вступительного слова, мы также доработаем план структурных изменений, включив в него мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и разработку отдельного федерального проекта по креативным индустриям. Спасибо. Спасибо большое. Я во вступительном слове сказал некоторые вещи. Сейчас просто хотел бы на них еще раз обратить внимание. Ну, всегда много вопросов, которые требуют нашего особого внимания, но 2 из них это все-таки ключевые, да, на данный момент. Это мера по повышению производительности труда в реальном секторе и в социальной сфере. И ясно, что бизнес занимается, работает, но вроде и хорошо. Но нам условия надо создавать для этого. Мы же договаривались соответствующим образом проделать тоже свою часть работы в этом смысле. Договаривались создать центры компетенции на базе некоторых министерств. Но вот в Минсельхозе нет, по-моему, до сих пор, Минцифре, Минэнерго. Ну, почему? Повторяю еще раз, ясно, бизнес трудится, стремится к повышению эффективности, но на административном уровне нужно помогать им, в социальной сфере тем более. Это здесь вообще от нас очень многое зависит. А методики часто составлены так, что целые отрасли в социальной сфере исключаются вообще из этих показателей. Сейчас не буду перечислять, но самый вопиющий пример – это 68% вузов, это все вузы неподведомственные Минобрнауки. Они вообще выключены из системы этих оценок. Я попросил бы обратить на это внимание. Так, но и здесь коллеги сидят из министерств, ведомств. Вы же просите, чтобы за вами вузы профильные сохранили. Ну, надо не просто сохранять за собой, надо там работать в этих вузах. Так, а теперь по поводу плана мероприятий по обеспечению, по обелению отдельных секторов экономики. Вы сейчас только что об этом сказали. У нас, судя по бумагам, которые вот у меня есть, надо посмотреть повнимательнее, но тем не менее, большинство мероприятий плана по обелению отдельных этих секторов экономики, предполагающих принятие федеральных законов, отнесено на 4-й квартал 2026 года. А НДС мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги, и, кстати, Центральный банк поддержал, да, и Минфин активно, решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти вот на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение. Вопрос сразу возник, что собираемость не увеличится, а ухудшится, потому что часть просто уйдет в тень.
Нельзя этого допустить. Договорились о принятии определенных мер. Ну, и на 4-й квартал 2026 года перенесли. Я уже не говорю о том, что у нас и внутриполитический календарь у нас движется соответствующим образом, а решения эти, они, ну, как бы серьезные, да, будут отражаться на некоторых секторах экономики. Если уж принимать их нужно сейчас. И в открытую, прямо, честно. И здесь ничего такого особенно страшного нет. Ну, просто надо это ускорить. Просил бы просто обратить хочу обратить ваше внимание. Сергей Семенович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы в ходе подготовки к сегодняшнему совету собрали предложения от субъектов Российской Федерации. Всего поступило порядка 110 предложений. Мы их структурировали. Как обычно, больше всего вопросов связано с финансированием проектов. Должен сказать, что в соответствии с вашим поручением, Владимир Ильич, впервые за все последнее время работает над национальными проектами. Информация об ожидаемых результатах и объем средств финансирования по национальным проектам доведены до регионов одновременно и заблаговременно уже 20 августа. Это дало возможность провести консультации регионам с министерствами и ведомствами, уточнить задачи, проекты и, конечно, своевременно отразить все эти задачи у себя в своих региональных бюджетах, что, конечно, повысило значительно качество подготовительной работы к реализации национальных проектов в следующем году. Спасибо большое, спасибо вам и, конечно, правительству Российской Федерации, которое проделало большую работу. Как всегда, денег, кажется, мало. Большая запросная позиция по увеличению объемов субсидий, но должен сказать, что даже в условиях, сложных экономических условиях, финансирование национальных проектов на 25 и 26 год не сократилось. Наоборот, даже несколько было увеличено. И, конечно, это отдельное спасибо, потому что мы понимаем, насколько сложной было решение такой задачи. Второй блок вопросов, он связан с непосредственно реализацией проектов. Регионы даже в течение 2025 года должны были ввести около 3000 новых объектов. Это сложные объекты, детские сады, школы, инфраструктурные объекты. И тот уровень требовательности и динамики развития, конечно, задает такие темпы, где важным являются любые мелочи и любые задержки являются критичным. Поэтому коллеги предлагают ввести институт квалифицированного подрядчика для торгов по 44-му федеральному закону, так же как по 223-му. Чем это связано? Потому что достаточно много, и по результатам счетной палаты, и по аналитике Минстроя, очень много срывов контрактов по вине недобросовестных подрядчиков. Предлагаем ввести более жесткие требования допуска к таким контрактам, смотреть не только формально опыт, но и наличие у подрядчиков соответствующих сил, средств, квалификационных кадров, техники и технологий. Следующий вопрос. Еще в 2014 году был принят закон о внедрении технологий информационного моделирования, когда в электронном виде готовятся проекты и реализуются проекты. Стало обязательным для долевого строительства, но для большинства строек это осталось пока необязательным требованием и продолжает формироваться в бумажном виде. Предлагаем дать возможность субъектам со следующего года все-таки принимать решение об обязательном проектировании
по технологии информационного моделирования. Это на 30% ускоряет само проектирование, от 10 до 20% упрощает и сокращает расходы на будущую эксплуатацию. Очень важным становится вопрос, особенно в рамках комплексных решений по развитию территории в соответствии с федеральным законом, подключение к технологическим сетям. Сегодня каждый заказчик или каждый застройщик самостоятельно заключает договора технологического присоединения, самостоятельно ведет расчеты и самостоятельно выстраивает отношения с инженерными компаниями. Что в результате мы получаем? Каждый застройщик тянет к себе трубу, каждый застройщик считает диаметр этой трубы, и в результате мы иногда к одному району прокладываем 2-3 трубы разных диаметров, разные сроки и с разными мощностями. Поэтому предлагаем создать институт регионального оператора, который бы урегулировал эти вопросы и сделал комплексное развитие территории действительно комплексным, и также с точки зрения инженерных систем. Следующий вопрос связан с нормативами сроков технологического подключения. Сегодня этот срок 18 месяцев. Казалось бы, в принципе, это неплохо. Но с учетом того, что в строительстве ряд объектов уже вводится и за 12 месяцев, то, что вы говорили, с требованием повышения производительности труда в строительстве, это особенно актуально, потому что строительная отрасль одна из последних с точки зрения производительности труда. Если мы уменьшаем сроки строительства, необходимо также и уменьшать нормативы сроков технологического подключения, иначе готовые жилые дома и объекты могут остаться просто без тепла и света. Также необходимо пересмотреть строительные нормы и правила в части отказа от избыточных мощностей по электроэнергии, теплу и другим ресурсам. Они сформированы лет 20 тому назад. Казалось бы, срок относительно небольшой, но тем не менее энергоемкость объектов, энергоэффективность значительно изменилась. И сейчас расчетная мощность зачастую в 2, а то и в 4 раза выше, чем фактически используем. То есть мы берем мощности на школу в 2-3 раза больше, чем потребуется и фактически. Это значит, переплачиваем, запираем мощности у энергетиков. В результате мы получаем менее эффективное расходование бюджетных средств и энергетических ресурсов, которые и так сегодня в дефиците. Следующий вопрос очень важный. Мы поднимали его и на предыдущем совете. Речь идет о синхронизации стратегии пространственного развития с нацпроектами и отраслевыми планами. Сегодня все планы сформированы, и следующий год является для нас принципиальным для того, чтобы пространственное развитие увязать с сформированными стратегиями, планами, национальными проектами и отраслевыми планами. Это большая, кропотливая работа. Я надеюсь на такое взаимодействие плотное между правительством Российской Федерации и субъектами Российской Федерации. Что коллеги говорили о плане структурных изменений и технологической независимости нашей страны, один из главных вопросов, которые коллеги отмечают, это вопрос кадров, дефицита кадров. И в первую очередь это дефицита рабочих кадров. Владимир Ильич, мы с вами как раз были на одной из площадок подготовки среднеспециального образования в Москве. Докладывали вам о том, что сегодня на рынке труда 75% вакансий – это вакансии для специалистов среднего звена, среднего профессионального образования. Мы последние 2-3 года провели серьезные изменения, совместно с Министерством просвещения пересмотрели подходы к среднепрофессиональному образованию, программы, сделали их более практикоориентированными. Сегодня 70% учебного времени занимает практика, причем не просто абстрактная, а та практика, которая требуется выпускнику СПО для работы на конкретном предприятии.
В результате сегодня 95% выпускников колледжей трудоустраиваются по профессии, причем 2/3 начинают работать уже во время обучения. В Москве, например, в этом году достаточно такая знаковая цифра. Впервые около 50 выпускников 9 классов бесплатно поступили в колледжи Москвы. Это говорит о том, что сегодня рабочие профессии специалистов, в общем, находят спрос от выпускников наших школ, и авторитет сегодня выпускников колледжей с каждым годом серьезно растет. Очень важный вопрос, связанный в том числе и с дефицитом кадров, и с производительностью труда, это мобильность трудовых ресурсов. Необходимо, чтобы в крупных агломерациях, в соседних регионах мобильность каждым годом улучшалась, чтобы люди могли найти работу не только у себя в населенном пункте, но и в соседнем регионе, в центре субъекта Российской Федерации. Для этого, конечно, нужно реализовать те подходы, которые есть и в нацпроектах по поводу улучшения дорог, общественного транспорта. Ну и, конечно, такие глобальные проекты, как развитие центрального транспортного узла, который охватывает почти 30 миллионов человек, и строительство высокоскоростной магистрали, который является лишь только первым проектом в этой череде ВСМ. Для решения задач технологического лидерства, как вы правильно сказали, правильно отметили, что нам надо наращивать объемы производства в обрабатывающих высокотехнологичных отраслях. В Москве в 2019-2024 году объемы производства в обрабатывающих отраслях выросли в 3 раза. И теперь уже даже такие регионы, как Москва, которые традиционно вообще, казалось бы, избавлялись от таких производств, сегодня наоборот наращивают большими темпами. В планах у нас до 30 года еще в 2 раза увеличить качественные промышленные площади, доведя их до 25 миллионов квадратных метров. Мы с вами открывали ряд таких площадок, в том числе в Руднево. Это хорошие, качественные, высокотехнологичные промышленные площадки, на которых располагаются современные предприятия, микроэлектроника, фармацевтика, машиностроение. Хотел еще раз поблагодарить, Владимир Ильич, вас за поддержку проектов, которые реализуются в регионах, заверить, что поставленные вами цели будут выполнены. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо, Сергей Семенович. Пожалуйста, Игорь Иванович Шувалов. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, задача о включении в повестку исполнения стратегических целей, о модернизации системы взаимодействия между организациями развития и доступа к капиталу или предоставлении большего капитала на рынок была поставлена вами, Владимир Владимирович, в декабре прошлого года. В июне, 5 июня 2025 года вами подписан соответствующий указ президента, и в специальную рабочую группу включены специалисты, члены правительства и руководители организации развития. И всего в нашу группу включены 20 организаций. Однако мы понимаем задачу значительно шире, и это понимание пришло взаимодействие с Министерством экономического развития и взаимодействия с Агентством стратегических инициатив и региональными властями, что в эту работу необходимо включить все существующие организации развития, в том числе на региональном уровне. Мы эту работу сейчас проводим. Было ваше поручение о том, чтобы мы наладили работу между федеральными и региональными организациями развития с тем, чтобы избежать дублирования. Я докладываю, Владимир Владимирович, что на федеральном уровне эта работа проведена. Между нами нет дублирующих инструментов, однако есть поддерживающие инструменты. Так, например, если ВЭБ поддерживает программы по развитию малого и среднего предпринимательства, он использует другие инструменты, нежели корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, либо по поддержке экспорта. То, что мы делаем с баланса ВЭБа, это не дублирует деятельность Российского экспортного центра.
но и также по отношению ко всем остальным элементам этой повестки. Одним из наиболее важных инструментов, мы все о нем знаем, это Фонд развития промышленности. Мы поддерживаем своими поручительствами и гарантиями деятельности этого фонда, однако они действуют самостоятельно под руководством министра промышленности. И в данном случае наша повестка наша деятельность в этой повестке дополняет друг друга, а не дублирует или не мешает. В целом, когда мы говорим про организацию и развитие, Владимир Владимирович, я повторяю одно и то же, всегда это совершенствование организационного механизма и вопрос о надежности для финансовой системы и доступа к капиталу. По совершенствованию организационного механизма мы работаем с администрацией президента, с правительством, как я сказал, и выстраиваем платформенные взаимодействия со всеми организациями. Между нами нет вертикальных линий подчинения. Мы выстраиваем отношения исключительно на партнерской модели. И здесь по финансовым и нефинансовым инструментам могу только сказать, что, например, по другой вашей организации, это Агентство стратегических инициатив, мы взаимодействуем по федеральной повестке и по региональной повестке с тем, чтобы вот эти все механизмы вырабатывались между нами, потом докладывались вам на форуме «Сильные идеи для нового времени» либо в рамках наблюдательного совета, а также в рамках наших региональных выездных сессий, которые мы со Светланой Витальевной проводим регулярно. По тому, как мы ведем организационно эту работу, она также выстраивается отдельно с Министерством финансов и Министерством экономического развития и с Центральным банком Российской Федерации, с тем, чтобы, активно выполняя свою стратегию, мы не создавали, об этом я также докладывал, и повторяю, что мы внимательно эту работу проводим, чтобы не создавать для финансовой системы Российской Федерации дополнительных рисков. Мы здесь внимательно за этим следим и ведем этот диалог с Эльвирой Сахибзадной и ее специалистами. По ключевым показателям эффективности, то, что сказал Михаил Владимирович. Действительно, впервые в 2026 году ключевые показатели эффективности будут утверждены, и сейчас мы проходим как раз эту работу, проводим эту работу под руководством правительства не только для отдельных организаций, но и создаются сквозные общие ключевые показатели эффективности с тем, чтобы было видно, насколько мы участвуем финансовыми и нефинансовыми инструментами в достижении национальных целей развития. Работа эта сложная, она беспрецедентна, впервые поставлена так задача. Мы постараемся с этой задачей справиться. По капиталу. Владимир Владимирович и коллеги, в 2025 году принята стратегия развития для всей группы до 2030 года, и весь совокупный портфель, который мы должны обслужить, это 30 триллионов рублей. Понятно, что таких средств у самих организаций развития нет. Эта работа может быть построена только во взаимодействии с коммерческими банками, со Сбером, ВТБ, Газпромбанком, Альфа и ПСБ. И, конечно же, научиться работать с региональными банками. Также мы эту работу проводим. С крупнейшими федеральными банками, которых я назвал, мы уже достаточно успешно работаем по такому механизму, как фабрика проектного финансирования. Однако инструментарий этот будет расширяться, будем дальше повестку эту развивать, но капитал в основном, который должен быть предоставлен инициатором проектов, это, конечно же, капитал частных лиц и крупнейших коммерческих банков. Наша задача здесь выступать как экспертами, так и теми, кто может создавать специальное проектное финансирование для предоставления этого финансирования на рынке. По сопровождению бизнеса. Владимир Владимирович, буквально на прошлой неделе, когда проходил форум «Россия зовет», вы дали поручение ВЭБу создать специальную систему поддержки крупных инвестиционных проектов вместе с Министерством экономического развития. Я должен сказать, что эта работа проводится. Мы также будем ее выстраивать на платформенных принципах. И по мнению Максима Геннадьевича, мы с ним этот вопрос обсудили, что-то должно это быть выстроено наподобие агентской функции, которая сейчас существует в ВЭБе. Мы выполняем некоторые агентские функции в пользу правительства, и здесь мы на базе агентского блока эту функцию разовьем. Нам нужно для этого несколько месяцев. Уверен, что эта работа во взаимодействии с Агентством стратегических инициатив и с их методологией по развитию предпринимательского климата будет успешной.
Сейчас все говорят про повестку технологического лидерства, только что вот и Сергей Семенович сказал. Мы здесь взаимодействуем по этой повестке с администрацией президента и с правительством, с Министерством экономического развития. Для нас ключевыми организациями по технологическому лидерству являются Сколково и Фонд развития промышленности. Повестку эту перестраиваем, она для нас сложная. В принципе, мы все овладели этим словарным объяснением и описанием, но пока таких прорывных больших проектов, которые действительно обеспечивают технологическое лидерство, в нашем портфеле не так много. Мы недавно закончили небольшую сделку, которой шли несколько лет по формированию игрока по обеспечению цифровой безопасности, однако это достаточно сложные проекты. И задача, которую вы поставили, это задача не обратного инжиниринга, а все же создание совершенно новых прорывных возможностей и не только в Российской Федерации, но и на глобальном рынке. Кстати, по повестке технологического лидерства инициативу министра экономического развития взял на себя. Подготовлено в рамках специальной рабочей группы несколько инициатив, в том числе законодательного порядка. Это и специальная система взаимоотношений с теми, кто разрабатывает соответствующий продукт, и защита их на рынке. Потребуется внесение изменений в федеральные законы. Мы обсудим все эти вопросы с Максимом Геннадьевичем у председателя правительства и в других форматах правительства, с тем, чтобы потом быть в состоянии до середины года на следующем заседании Совета эту повестку осветить и доложить, что нам удалось уже сделать. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, мы находимся в ежедневном реальном взаимодействии с предпринимателями, с предпринимательскими объединениями. И должен сказать, что сейчас очень большой запрос со стороны предпринимателей с тем, чтобы мы придали что-то более новое, свежее в инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса и в повестку развития экспорта. Так получилось, что сейчас поддержка экспорта не является такой темой наиболее горячей, как это было несколько лет назад. Однако это сложный проект, и для того, чтобы наши предприятия могли в полной мере реализовать свой экспортный потенциал и в рамках существующих ограничений санкций, и после того, как эти санкции будут изменяться, возможно, отменяться, мы должны эту повестку в ежедневном режиме развивать и поддерживать. В целом, Владимир Владимирович, работа построена эффективно, взаимодействуем с коллегами по капиталу. Самое главное, помимо наших организационных возможностей, ведь то, что мы должны доложить вам, правительству и участникам рынка, есть ли у нас капитал для того, чтобы эту повестку обслуживать. Буквально накануне Михаил Владимирович подписал постановление правительства. По вашему поручению нам предоставлен дополнительный капитал в размере 177 миллиардов рублей. И сейчас работаем с Министерством промышленности, с Антоном Андреевичем, с тем, чтобы изыскать возможности в рамках работы, такой искусственной работы по дополнению капитала, с тем, чтобы, если эти решения все пройдут, то, возможно, у нас появится и то, что мы объявим для рынка, появится вот этот люфт для формирования нового портфеля больше, чем на 1,5 триллиона рублей. Так что вот первое решение принято. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы из Фонда национального благосостояния эти денежные средства получили. Это наш капитал. Мы успешно можем выполнять в течение 2 лет нашу повестку и будем это делать. Однако мы должны в полной мере располагать капиталом для исполнения всей стратегии до 2030 года. Спасибо. Спасибо большое. Кузнецов Михаил Михайлович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, по данным наших опросов, наиболее заметные изменения к лучшему в части реализации национальных целей, национальных проектов люди видят в благоустройстве городской среды, это 52%, качестве дорог, 34%, и поддержке семьи и детства, 28%. Такие 3 базовых темы. Наименее заметны пока изменения, именно динамика в развитии науки, там 2%, поддержки предпринимательства, 3%, и доступности жилья, 4%. То есть там минимальная динамика изменений к лучшему. Остановлюсь на нескольких проблемах, которые ставят перед нами люди в части национальной цели сохранения населения, поддержки семьи,
Пока еще, Владимир Ильич, не все поручения с вашего Госсовета по демографии выполнены. Так, мы разбирались, скидка на авиаперелет 50% для детей превратилась в скидку только на тариф. И из-за доп. Сборов реальный дисконт составляет не 50, а 15, от 15 до 35%. Есть обращения от родителей, они считают это несправедливым. Пока не появился льготный тариф для многодетных семей на такси, а детский тариф по-прежнему дороже в среднем на 15-20%. Хотя, справедливости ради, автомобилей с креслами стало больше, но, возможно, там нужно еще некое законодательное регулирование, тогда это позволит снизить стоимость. Более того, с 1 сентября этого года в силу вступили изменения в ПДД, в правилах дорожного движения, которые запрещают аналоги автокресел. А значимое количество детишек с инвалидностью, они могут ездить только лежа или в спецкреслах. А стоимость таких спецкресел достигает 400 тысяч, это там неподъемная стоимость для родителей. Много жалоб, что такси отказываются перевозить таких детей. Возможно, здесь нужно отдельное решение на уровне правительства, чтобы эту проблему просто сделать изъятие и исключение. Ситуация с продленкой в школах меняется пока достаточно медленно. По нашим данным, 60% родителей сообщают, что их ребенок не посещает продленку из-за ее отсутствия или высокой стоимости. Между тем, это важнейший фактор поддержки молодых мам с детьми. Растет количество родителей, которые просят организовать возможность пребывания ребенка в детском саду до 9 вечера. Например, через создание одной смешанной группы. Вот в Тульской области с учетом трехсменки в военно-промышленном комплексе открыли и продленку, и группы сделали в садах до 21 часа, и даже есть круглосуточные дошкольные группы в центрах развития ребенка. То есть управленчески это можно сделать, люди этого просят. Многодетные родители с маленькими детьми иногда выбирают все 60 дней больничного. Ну, так бывает, дети идут в сад, начинают болеть, они малыши, многодетные родители. У нас есть предложение по возможности посмотреть, и, может быть, для многодетных сделать исключение. Если уж детишки болеют, то, если социальный фонд это потянет, то сделать не 60 дней, а больше именно для многодетных с маленькими детьми. Есть такие у нас обращения. Также предлагаем подумать над отдельными мерами поддержки отцовства. Вы об этом говорили, Владимир Владимирович. Начать можно с предоставления отцам гарантированного отпуска при рождении ребенка. Сначала на уровне лучших практик, а потом в перспективе, может быть, и Трудового кодекса. 53% семей, кто использовал мат-капитал для приобретения жилья, при последующей продаже квартиры столкнулись со сложностями выделения долей детей вплоть до приостановления сделки. Риэлторы прямо говорят клиентам, покупка квартиры с мат-капиталом несет риски и отговаривают их. Предлагаем в случае, если семья улучшает свои жилищные условия или переезжает в другой регион, максимально упростить процедуру согласования стороны опеки, конечно же, не ущемляя интересов детей. Следующая цель. У нас есть показатели, связанные с повышением к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями реабилитации, переобучения, трудоустройства. По нашим опросам здесь есть сложный показатель. 83% ребят, наших бойцов, не обращаются за психологической помощью. Здесь нет, конечно, никаких универсальных решений, но есть одно предложение. Знаете, Владимир, вот на вашей прямой линии работал и сейчас работает боец с полной потерей зрения Александр Антонов. Он пришел сам и предложил обучиться на психолога. Он говорит, я со своей травмой любому бойцу смогу объяснить, что жизнь прекрасна, и верну ему интерес к жизни. И вот мы поговорили сейчас в военно-медицинской академии в Петербурге, они его берут. Понятно, это не будет профессия, но это будет краткий курс. И также мы выяснили, что сейчас психфак МГУ сделал такой базовый курс для ребят. Кажется, что это небольшое решение, пилотное, которое мы могли бы подвигать вперед. Здесь не нужны никакие системные интегральные решения, но когда именно сами ребята будут оказывать помощь таким же своим однополчанам и бойцам, кажется, что мы эту цифру 83% сможем немножко сдвинуть и помочь нашим парням. Мы с Михаилом Берчем этот вопрос обсуждали, договорились здесь объединить усилия обязательно под присмотром Министерства здравоохранения. К 2030 году мы запланировали с вами выйти на 100% сортировки объема ТБО. Владимир, по данным наших опросов, в сборе мусора участвует сейчас 30% жителей. Могло быть больше, но те, кто разделяют, жалуются, что операторы сваливают отходы в один мусоровоз и вывозят на обычную свалку. Сортировка может быть и на полигоне, но тогда жителям нужно это объяснить, договориться с ними, и в целом они будут к этому относиться нормально. Есть одна проблема. С сентября этого года введены штрафы для населения за выброс опасных отходов, батареек, ламп, блистеров от лекарств в контейнеры, а 40% граждан отмечают,
что в их населенном пункте либо нет мест сдачи такого мусора, либо они про них не знают. Надо просто им это объяснить. Стоит задача обновления общественного транспорта к 2030 году до 85%. Тут хорошие показатели. 54% граждан говорят о том, что видят новый транспорт на линиях. Но есть две проблемы. До 20% жалуются на отмену маршрутов, что прежде всего связано с дефицитом водителей. А еще половина говорит нам о том, что неудобно добираться до соцобъектов, поликлиник, больниц, МФЦ, школ. Понятно, что это сложная управленческая задача, но если действительно помочь людям в этих двух проблемах, качество отношений людей к работе общественного транспорта ощутимо вырастет. Одна из целей, которую мы поставили, это создание системы противодействия мошенничеству. Владимир Владимирович, по данным Сбера, объем потерь граждан от мошенничества продолжает сохраняться на высоком уровне, превысит несколько сотен миллиардов рублей. И в ответ на законодательные ограничения мошенники перестраивают свои схемы. Теперь людей чаще обманывают через компьютерные игры, ложные сайты по трудоустройству, поддельные сервисы покупки билетов. И мошенники ушли в систему быстрых платежей, в СБП, через которую осуществляется сейчас до 60% мошеннических переводов по экспертной оценке. Владимир, вот вы об этом говорили, что вы давали поручение по созданию штаба по искусственному интеллекту. Возможно, здесь тоже нужен штаб по противодействию, потому что это, конечно, диверсионная работа против Российской Федерации, и она очевидным образом ведется всеми усилиями нашего противника, он будет максимально быстро здесь перестраиваться. Увеличение доли домохозяйств, обеспеченных интернетом. Владимир, мы видим сейчас много отказов провайдеров в подключении малых сел и СНТ. Особое недоумение у граждан вызывают ситуации, когда в деревне интернет проводят в школу, в ФАП, в администрацию, а домохозяйство не подключают. То есть в ФАПе есть интернет, а в дом протянуть нельзя. Может быть, посмотреть, вот мы с Максимом Ильичем говорили, что там, где уже есть контракт Ростелекома на социальные объекты, предусмотреть обязательно мощности для людей, чтобы про них не забыть. А провайдеры, которые зарабатывают на МКД-офисах, давать в нагрузку удаленные объекты. Владимир, это особенно актуально, потому что сейчас по военным целям, из-за военных целей периодически отключают интернет, мобильный интернет. Люди пользовались им, да, и они могут остаться вообще без связи. Ну и последний момент, связанный с показателем по сохранению лесов, создании условий для экологического туризма. Вот опишу проблему на примере Сочинского нацпарка. Это к нам обращаются гиды, ребята, кто зимой работает на Красной Поляне, а летом вводят туристические группы. Заявки туристических групп могут рассматриваться неделями. Сложно получить разрешение на многодневный поход, подвоз людей к маршруту, сплав. При том, что регистрация группы в МЧС проводится за один день. Здесь нет никакой проблемы. Обустроенные места для лагерей с палатками вообще не предусмотрены. В советское время для того, чтобы получить некоторые виды профсоюзных путевок в Сочи, надо было сначала неделю походить по горам в целях оздоровления, а потом только можно было спуститься на море и там уже отдыхать. Это хорошая модель. Ну и вообще было важной частью воспитания общества. Спрос со стороны людей огромный, поэтому формируется серая зона, которую можно было бы здесь легализовать. Даже 30-й всесоюзный маршрут из Адыгеи в Дагомыс возрождается. Люди с удовольствием ходят по нему. Без сомнения, национальные парки должны быть защищены, но ответственный туризм точно принесет больше доходов для развития ОПТ и пользы людям, чем штрафы, которые собираются. Владимир Ильич, доклад закончил. Спасибо. Спасибо большое за ваш анализ и за вашу работу. Так, коллеги, пожалуйста, кто хотел бы высказаться по поводу вопросов, которые мы обсуждаем? Нет таких? Пожалуйста, Алексей. Да. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, и вы отметили, и коллеги сейчас говорили про общественный транспорт, и сегодня там в методику из поручения добавить и трамваи, и троллейбусы. Вот вопрос про источники. Просил бы вашего поручения тогда проработать целевое направление средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на обновление общественного транспорта. Спасибо. Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом подумать можно, почему. Ладно, хорошо. Надо просто у нас перечень поручений есть, проект. Я попрошу коллег тогда соответствующими ведомствами проработать. Спасибо, Алексей Самбуевич. Так, пожалуйста, что еще? Все? Действительно, так, коллеги поработали как следует в своих докладах, в общем, остановились на важнейших направлениях нашей работы.
Что хотел бы сказать в завершении? Я бы очень просил, чтобы наши мероприятия подобного рода, они не так часто проводятся, но чтобы они не носили формальный характер. Так мы исходим из того, что вопросы, которыми мы сегодня занимаемся, правительство, ведомство, регионы занимаются в течение всего года, должны постоянно находиться в сфере в поле нашего внимания. Иначе результата не будет. И очень важно не забывать про приоритеты. И я уже трижды говорил, коллеги, выступая об этом, говорили, обязательно не забывать приоритеты. А основные, конечно, лежат в сфере экономики с тем, чтобы решать и социальные вопросы на базе экономических наших достижений. Они есть. Я хочу поблагодарить еще, вернемся к этому позже, на наших встречах перед Новым годом. Они есть. И правительство отработало ритмично этот год, и регионы. Но давайте не будем забывать вещей, которые являются важными. Пробегая по ним вскользь, поверхностно, не добьемся нужных нам результатов. Не буду сейчас к нему возвращаться. Вот у нас подготовлен перечень поручений. Я попросил бы, Михаил Владимирович, тоже вас включиться к этому перечню, подготовке этого перечня, так, чтобы это на правительство не сваливалось, что называется, сверху, а чтобы все пункты, которые здесь обозначены, проработаны, чтобы они были реальным таким планом нашей совместной работы на 2026 год. Спасибо большое. Всего хорошего.